Я требую разговора с вашим начальством. Я парламентер, а согласно международной конвенции с парламентерами нельзя так обращаться. Не шумите, мисс Тесса. Всему свое время. Дайте хоть воды попить, я в конце концов живой человек. Прием пищи у нас здесь положен лишь 1 раз в сутки. Туалет-то здесь сходить хотя бы можно? Параша, в углу вашей камеры. Гад, отвернись хотя бы. Итак, мистер и миссис Дверченко, где ваша дочь? Не могу знать, сэр. Мы с Нори сами ее разыскиваем. Беспокоимся. Мне доложили, что она встала на сторону этих чужаков с земли. Мистер Милсон, мне сложно поверить, что моя дочь могла поступить так. У нее, конечно, бунтарский характер, но она никогда бы не предала наше государство. Эти чужаки могли взять ее силой, могли запугать, ввести в заблуждение. Не забывайте, она еще ребенок. Поэтому, если вы ее найдете, не судите строго, а дайте все рассказать. Хорошо, мистер Дверченко, я вас услышал. Учитывая ее и ваши заслуги перед нашим независимым государством, мы дадим ей возможность оправдаться. Но если ее доводы окажутся неубедительными, нам придется ее арестовать. Мы можем идти, мистер Милсон? Идите. Пошли, дорогая. Козел. Ладно, Энн, уже утро. Я схожу на разведку. А вообще, мне нужно вернуться домой и, извини, все рассказать. Думаю, батя меня отмажет. А ты, если хочешь, сиди здесь. Я тебя не сдам. Код я тебе написала. Спасибо, Узи, но я тут не останусь. Пойду поищу Ви. Ну, как хочешь. Кто там? Ви! Ви, где ты была? Я тебя везде искал. Нашел лишь твое кресло с парашютом. Это я тебя везде искала, нашла только по следам. А это, я так понимаю, та самая Узи? Да. А откуда ты меня знаешь? Пообщалась тут с одним дроном по имени Дэн. Дэн? Это ж дрон из отряда, что гнался за нами ночью. Вот именно с ним. Я нашла его висящим на столбе. Лихо вы его. Ну, пришлось постараться. В книгах это выглядело проще. А ты что-нибудь про Тессу знаешь? Я видел лишь, как ее сажают в вертолет. Говорят, ее арестовали и посадили в местную тюрьму. Ладно, парламентеры, я иду к себе домой. Если арестуют, значит так мне и надо. Возможно, мне удастся перед этим передать какую-нибудь информацию нашему главе. Скажи ему, что парламентеров следует сначала выслушать. Нет, скажи ему, что у руководства компании есть к нему щедрое предложение, от которого он не сможет отказаться. Поэтому пусть сначала выслушает нашего парламентера Тессу, а потом принимает решение. Что еще за щедрое предложение? Да какая разница? Главное, чтобы они поговорили. Узи, ну так может нам следует пойти с тобой? Возьмем штурмом тюрьму и вытащим Тессу. Энн, ты рехнулся? Ты решил устроить кровавую резню у меня дома? Вы вдвоем против целой армии? Вы прилетели войну предотвращать или дать повод к ее началу? Оставайтесь здесь, будем по-другому освобождать вашу Тессу. Ага, фургончика нет. А, это ты, Дэн? Как же ты вчера умудрился слезть со столба? Работа такая. Не только постоять за родину, но и пробежать и проползти, и даже на столбе повисеть. Извини, Узи, но я должен тебя арестовать. Арестовывайте. Только дайте сначала поговорить с мистером Милсоном. У меня для него есть важная информация. Пошли! Сообщи Милсону и Хана. А, это ты.
Ты, Кнор, угнал мой фургончик. Это ты сдал меня, даже не разобравшись, в чем дело. Я хотел как лучше. Получилось? Узи, попалась-таки. Я обещал твоему отцу тебя выслушать, прежде чем посадить за решетку. Вот, слушаю. И вам здравствуйте, мистер Милсон. Для начала я хотела бы знать, в чем меня обвиняют. Как в чем? Ты вступила в преступный сговор с врагами нашего независимого государства. А если поподробнее? Кнор, ну-ка расскажи-ка, что ты вчера видел? Но я видел, как Узи общается с чужаком с земли. И что с того? Ну перекинулась я с этим чужаком парой фраз, послала его. Где тут измена? Ты бы, Кнор, глаза протер, а потом с доносом пер. Тем не менее, ты вчера была на стороне наших врагов. Наш отряд прибыл весь потрепанным. А это я, что ли, их потрепала? Ну-ка скажи, Дэн, что вчера ночью было? На наш отряд ночью напал чужак, который не дал нам арестовать Узи. Ну вот. Что, ну вот? Что чужак оказался благородным рыцарем, который заступился за девушку, по которой ваш отряд, Дэн, соизволил даже открыть огонь? Вы что, по ней стреляли? Так точно, сэр. Стреляли. Она от нас убежала. Но это не меняет сути дела. Ты общалась с чужаком? Общалась. А что же мне оставалось делать? И чужак сказал, что они летели сюда для переговоров. И что вы держите в тюрьме девушку-парламентера, которая хотела сделать вам щедрое предложение от имени компании. А вы ее сразу за решетку, даже не выслушав. Я наслушался их щедрых предложений. А прилет парламентеров должен быть заранее согласован. Как говорят, вы отключили все каналы связи. Как им нужно было согласовывать с вами прилет? Кстати, люди, если у нас здесь что-то случится, никто об этом даже не узнает. У нас нет связи с внешним миром. Это не имеет значения. Прилет должен быть согласован. Иначе это нарушение границ нашего независимого государства. Ну да. Так и до войны с землянами дело дойти может. Ха, и что? Значит, в бою отстоим нашу независимость. Ну конечно. Мы землян здесь не боимся. У нас армия своя. 10 дронов-пехотинцев и в порту полкорабля. Ты еще будешь дерзить? Где этот чужак, я спрашиваю? Мы его всю ночь искали. Не знаю. Ушел куда-то. Куда ушел? Мне он не докладывает. Но он очень настаивал, чтобы вы, ради приличия, поговорили с девушкой-парламентером. Ну хорошо, пойдемте поговорим с этим парламентером. А заодно отконвоируем Узи в камеру. Лицом к стене. Мистер Клиффорд, поместите заключенную Узи в камеру. А что за статья-то? Измена Родине. Политическая, значит. А нам нужно поговорить со вчерашней девчонкой. Где она? Заключенная Тесса Джеймс Эллиот сейчас в крайней камере. Ну, мисс Тесса, давайте рассказывайте, что за предложение вы хотели нам сделать? Мистер Милсон, помните, как мой отец назначил вас руководить этой колонией рабочих? Давайте к делу. У нас здесь теперь не колония рабочих, а независимое государство Копер-9. Звучит-то как с циферкой в конце. Это все, что вы мне хотели сказать? Да нет, не все. Для начала, наша компания и лично мистер Эллиот приносят вам свои извинения за причиненные проблемы с поставкой продовольствия. Виновные уже наказаны, а транспортник с продовольствием прибудет к вам, как только вы включите обратно навигационный радар планеты. Радар, кстати, принадлежит Министерству межпланетного сообщения, и вмешательство в его работу сулит вам проблемами с властями Земли. Тоже мне напугали. Правительство Земли, кстати, пока ничего не знает о вашей независимости. Поэтому, пока не поздно, давайте вернемся в цивилизованное русло и продолжим общаться на тему. Ваша колония продолжит разрабатывать шахты, а мы продолжим снабжать вашу колонию продовольствием. И в знак признательности могу поговорить с отцом о вашем личном повышении по службе. Я сейчас глава независимого государства. Куда уж выше. Вы сейчас глава банды, захватившей власть на планете, принадлежащей правительству Земли.
и рекетир, осуществивший рейдерский захват недвижимости компании Джейси Дженсен в космосе. Если это все, то передайте своему отцу и правительству Земли, что у нас здесь теперь независимые государства, и их подачки нас больше не интересуют. Ведь согласно Конвенции ООН, нация имеет право на самоопределение. Прямо-таки нация? Ну хорошо, так и передам. Но только вот беда, вы меня в тюрьме держите. Это вам наказание за незаконные пересечения границы государства. У вас уже есть статья на этот случай разработана. И какое же наказание мне по ней грозит? Шериф, у нас есть какая-нибудь статья за незаконное пересечение границы? У нас пока и уголовного кодекса нет. Раз нет статьи, то на каком основании вы меня здесь держите? На основании незаконного пересечения границы. Ладно, шериф, готовьте указ об амнистии и депортации Тессы Джеймс Эллиот с территории нашего независимого государства. Когда вернетесь домой, мисс Тесса, не забудьте передать, что в награду за столь щедрый жест доброй воли мы ждем признания от земли нашей независимости. Пусть за вами прилетают и увозят куда хотят. Ну тогда соизвольте, мистер Милсон, согласовать с командиром экипажа нашего корабля это предложение. Не вам сейчас диктовать условия, мисс Тесса. Мистер Картер, зайдите в кабину пилота. Мистер Картер, только что мы получили с Копер-9 вот такое вот сообщение. Сегодня в период с 19:00 до 23:00 по местному времени ожидаем прилета вашей спасательной шлюпки к посадочной площадке перед дверью номер 1 для депортации с территории нашего независимого государства Копер-9 заключенный Тесса Джеймс Эллиот. Выдают. Независимое государство Копер-9. Депортация. Заключенная Тесса Джеймс Эллиот. Ну, Тессу надо спасать. Они ждут шлюпку. Давайте на этой шлюпке пошлем группу захвата. Напоминаю, что в шлюпке только 3 места, включая пилота. Что за группа захвата из 3 человек против всей их армии? Да, не вариант. Тем более среди моих ребят пилотов нет. Давайте просто сделаем так, как они требуют. Если мы не спасем Тессу, мистер Эллиот нам голову оторвет, а потом повесит. Ну или наоборот. Что ж, вынужден согласиться. А если они опять нашу шлюпку собьют? Толку-то им от этого. Хотя риск есть. Но нам Тесса дрона пилота оставила. Давайте его пошлем. Так будет безопаснее. Сержант, Сэр. как вы себя чувствуете после вчерашнего боя с землянином? Я смотрю, у вас все лицо в шрамах. Не жалуюсь, сэр. Ладно, собирайте свой отряд и отправляйтесь в район недостроенного здания. Прочешите там все. Мне кажется, нарушитель прячется там. Сэр, мы вчера там все осмотрели. Нарушителя не обнаружили. Но наш Дэн Нортон видел, как он ходил в поля. Ну так прочешите это недостроенное здание сегодня. Все следы обрываются в том районе. Задача ясна? Так точно, сэр. Идите. Слушаюсь, сэр. Эй, ты Тесса? Да, а ты кто? Я Узи. Мне тут пришлось пообщаться с 2 дронами, Эном и Ви. Знаешь таких? Эн, Ви, они живы? Живы. Мечтали, чтобы ваши переговоры с Нилсоном состоялись. Состоялись, а толку-то? Ты же, наверное, сама все слышала. Так, где Эн и Ви? Да бродят тут вокруг теплиц. Ждут указаний. Каких еще теплиц? Ну, мы там всякие овощи, фрукты выращиваем. Вон оно что. Эй, заключенные, тишина! Не забывайте, у стен есть уши.
А вам, мисс Тесса, я хочу сказать, что вы зря говорите, что толку от переговоров нет. Вы добились своего освобождения. А я бы сказал, что это ваша большая дипломатическая победа. Слушай, а ты же тот Клиффорд, что когда-то на радаре работал? Так и есть, мисс Тесса. Вы тогда еще ребенком к нам с отцом прилетали для запуска этого радара в эксплуатацию. И как же тебя так занесло работать здесь охранником? Да, знаю я уже стал. В Москве уже нет. Радар, знаешь, как транзистор в башке ушибает. Вот, и отстранили меня от работы на радаре. Хорошо, что я хотя бы сюда смог пристроиться. Энн, ты уже с камнями дружбу водишь? Тихо! Сюда идут! Не надо! Там этот Дэн! И что? Беру на себя второй этаж. Эй! Это и есть тот Дэн? Он сам. Это Энн. Эн, так это ты меня вздернул на столб. А это ты пытался пристрелить Узи? Узи сегодня арестовали. Но она все же заставила мистера Милсона поговорить с вашей Тессой. Однако Тесса и Милсон так и не смогли уладить свой конфликт интересов. Тесса лишь смогла уломать Милсона на свою депортацию. Говорят, сегодня вечером за ней прилетят ваши, чтобы забрать ее. А ты типа зачем нам все это рассказываешь? Переметнуться хочешь? Ну, скажем так, мне бы очень хотелось избежать войны с землянами. Трактор в поле, дыр-дыр-дыр. Ты за мир, и я за мир. Ладно, Дэн, спасибо за информацию. Иди, а то тебя будут искать. Чисто. У меня тоже чисто. Здесь никого, и следы есть. В подвале тоже чисто. Значит, он ушел отсюда. Мистер Макс Спейсер, разрешите расстыковку? Расстыковку разрешаю.
Понятно. А про нас Тесса даже не вспомнила. С другой стороны, может, это и хорошо. Мы здесь и на свободе. В сложившихся условиях закинуть людей на планету довольно-таки сложно. Жаль только, у нас нет связи с нашими. Тогда нам нужно попасть на радар. Ты же помнишь, у нас задача его включить? А ты знаешь, где этот радар находится? Нет. Вот и я нет.